Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что спешит в вашу жизнь до конца марта, что ждет и что прояснится. Март в месяц весеннего пробуждения. Но надо сказать, что энергии тоже где-то похожи, потому что до 20 числа у нас много энергии рыб, а уже после 20 у нас, если до этого солнце в рыбах, а тут у нас 20 и солнце в Овне, стало быть больше жизненной активности, силы, энергии, оптимизма в целом, настроение другое, солнышко больше, наверное, это тоже имеет значение. Ну и 19 у нас новолуние в рыбах, а мы знаем, что это всегда как новая энергия, это все равно с каким-то элементом нового начала. Более того, я должна сказать, у нас 20 еще и ретро-Меркурий, уже как бы не ретро, а просто Меркурий в прямом движении, в директном. Поэтому теперь уже события будут набирать более привычный ход. Или то, что долгое время мы не могли, допустим, прояснить, но тоже мало-помалу, шаг за шагом будет прояснено или как-то сдвинется с мертвой точки. Иными словами, 10 важных дней марта нам с вами предстоит прожить. Для кого-то из вас это будет именно как новые смыслы или когда вы что-то передумаете, будете что-то в своей жизни менять, на что-либо решитесь, я такого не исключаю. Ну, давайте рассмотрим, что нам скажут карты. И, конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Первая колода 78 дверей, метафора, открыты двери или закрыты. 3 знака судьбы. Без вопроса. Просто что вам нужно принять во внимание, важно знать или прямо сейчас нужно услышать. Каким-то образом это может проиграться в вашей жизни. И дополним колоды Таро. Так что же скоро произойдет? Какой поворот событий вас ожидает? Что ждет весов? И что же идет в конечном итоге в вашу жизнь? Может быть, через поворот событий или какой-то такой момент, который, ну, для кого-то может быть и переломным. Я такого тоже не исключаю. И что же в конце концов прояснится? К чему это все идет или как это будет развиваться дальше? И достанем 3 карты по основным сферам жизни, что ждет весов в личной жизни, любовь, взаимоотношения в целом. Ваши достижения, что ждет вас? Работа, учеба, контакты, планы, документы, важные встречи и финансы также, что ждет? Итак, первый знак судьбы – король Пентаклей. Ну, для людей семейных, вы знаете, это хороший знак. Это где-то, пусть даже не вами, получение денег вашим партнерам. А для кого-то из вас это может быть какая-то ситуация, которую вы тоже можете так рационально и уверенно решить, может быть, по финансам, кстати. Вы можете столкнуться с таким человеком, это статусные люди, которые обладают как и сферой влияния, ну так и деньгами буквально. Может быть, по этой карте это будет та ситуация, когда вы в принципе будете решать какую-то свою жизненную ситуацию, которая касается финансов. Но тут предпосылки очень хорошие для себя, как будто, ну, такую уверенную траекторию по финансам заложить. И поэтому гоните какие-то сомнения. Конечно, мы не рискуем ни разу, потому что король Пентаклей – это у нас великий консерватор, помним об этом. Но здесь, правда, посмотрите, даже если прежде с финансами, ну, как-то было не совсем гладко, то здесь мы можем как минимум стабилизировать финансовое положение или, может быть, даже закрыть какие-то темы финансовые, которые этого требуют, да, может, у кого-то выплаты, может быть, это кредиты, ну, пусть не полностью, но, по крайней мере, тут у кого что, да, но, тем не менее, какая-то новая траектория по финансам сама в принципе может быть. Могут быть и перемены, нулевой аркан. Может быть, мы все к этому готовимся, многие, по крайней мере, кто знает. Но идет перестройка цифровой системы, цифровых, точнее, систем и финансовых в том числе. Поэтому, может быть, это будет связано с тем, что вам элементарно придется как изучать. Вот та грамота, которая граничит и с новыми технологиями, и финансами тоже. Цифровизация, по сути дела, где-то так. Но это граничит с деньгами. И, может быть, кому-то будет необходимо разобраться, как вообще это работает. Это вообще что это такое, с чем это едят. И есть элемент новизны, который так или иначе касается денег.
Рыцарь Пентаклей. Кто-то с подарком как будто спешит на ваш порог, знак судьбы. Вообще это один из таких уверенно надежных рыцарей и очень медленных. Может быть, это какая-то история, которая развивается, но не так быстро, как вы бы этого хотели. Открыты двери или закрыты, мы говорим. Если здесь закрытых дверей нет, а здесь вообще прекрасно, дверь в сейф, мои дорогие, что может быть лучше, да, когда если сложная ситуация именно по финансам. А деньги – это у нас один из способов взаимодействия с миром. Это где-то наши мечты, это наши желания, которые могут воплотиться. Поэтому, видимо, финансы не на последнем месте для весов. Но и опять же, Пентакли, да, пентаклевая карта говорит о том, что вы можете оказаться именно в отношении денег с любой позиции. Либо это вам будут рады видеть, и кто-то вам придет на помощь. Такое бывает иногда, особенно по рыцарю Пентакли в моих раскладах. То есть есть в вашем окружении тот человек, который вам, ну, либо содействие, либо буквально какую-то помощь, может быть и финансовую, вот как этот подарок для кого-то из вас, бонусы по работе, может быть какие-то неожиданные выплаты. Но, может быть, и вы, мои дорогие, вот как этот рыцарь, просчитаете какой-то план и примите во внимание, что нет, вот я сейчас искусством мелких шагов буду действовать, и это вы кому-то соберетесь, а будете иметь свой план. Вот этого я тоже не исключаю. А что это такое, с чем это связано? Вы можете тоже быть заинтересованы в контактах с конкретным человеком. Смотрите, 2 короля, но всех 3. А когда уже 2, ну уж понятно больше, где-то карты свидетельствуют, что либо это инстанции, учреждения, либо люди, которые наделены властью. Может быть и банально какие-то конторы, администрации какие-то, да, когда вам нужно будет решать вопрос по части денег. Может быть и много людей в вашей жизни. Для кого-то из вас это будет такой своеобразный, может быть, и выбор между 2 персонами. Может быть, этот выбор будет касаться между страстью, может быть и так, и чувствами. Но все-таки пентаклевая карта была первая. Ну, мало ли тут какую вы будете аналогию проводить между прежними событиями. Нельзя замечтаться, мои дорогие, никаких образов. Тут вот нужно действовать как-то четко. Королева мечей – это ваша карта. Но рыцарь Пентаклей, нулевой аркан, говорит, что нет, ты весы действуй как-то иначе. И даже если у вас будут важные диалоги, важные встречи, вам их нужно построить в другом ключе. Будьте готовы к тому, что вам как будто придется, ну, подрегулировать самого себя или саму себя. Не все планы у вас жизнеспособные, потому что есть та часть планов, которая вас может как, ну вот как человек в клетке. Она вас словно отгораживает от мира. И клетка-то ведь открыта, а человек продолжает сидеть. Вот вам придется делить как будто надвое. Обратите внимание, в тему 7 жезлов, и нам непонятно, человек открывает этот грот или закрывает. О чем нам свидетельствует карта как знак судьбы. Есть четко те люди, которые, может быть, даже надо быть внимательному, кто входит в ваш дом или с кем вы откровенничаете, мои дорогие весы. Ну, то есть перед кем, по сути, нужно эти двери закрыть. Но есть и те люди, которые все-таки, они ничего плохого не затевают, на которых вы можете опереться. Я тут больше вижу, вы будете анализировать по части окружения своего. Давайте 3-й знак судьбы. Что важно услышать. А вот и правда, ведь и в вашу жизнь может прийти человек, который со своей путаницей как будто, да, приходит. Обратите внимание, кажется, 2 кольца. Не кольца, а тут какой-то хитрый предмет. И прячет за спиной. Поэтому вам тут могут транслировать одно, думать другое. Я не исключаю, что и вы, опять же, паж Пентаклей. Может быть, это такая ситуация, когда, ну, правда, по финансам нужно решить вопрос, закрыть какой-то платеж. Тогда вы будете искать этих людей, но тогда вы найдете. Здесь может быть, поскольку это паж, как знак судьбы, это приходит информация, которая напрямую финансов касается. Может быть, она и будет связана. У кого-то из вас, я не утверждаю, карта мага, но иногда это те люди, которые рождены под знаком либо дева, либо близнецы. Но это не обязательно, вполне вероятно, это где-то вы, как маг, вынуждены
Ну, вот так вот, как, знаете, бочком по какому-то узкому коридору проходить, ну, не совсем простую жизненную дистанцию, я такого не исключаю. Но карта мага вам говорит о том, что у вас все получится. Точно вам придется договариваться с кем-то. Значит, вот эту дипломатию нужно максимально на пользу самим себе. И снова нам карта говорит, обратите внимание, двое детей, двойка кубков, карта любви, карта верности. Ну и не только, а именно верность тут может быть с позиции дружбы, почему нет? Или каких-то надежных контактов. И дети обмениваются подарками, то есть какой-то взаимный энергообмен. А не так, что с вашей стороны что-то там, да, как много может быть помощи, может быть много внимания. Возможно, это вашего участия тоже много, а с той стороны ничего. С той стороны тишина. Вот, наверное, поэтому нам и говорят, как аукнется, так и откликнется. И аркан мага – это вам. Карта говорит, ты сейчас, у тебя сильная позиция. Тебе может захотеться, как будто, да, ну, где-то расслабиться. Или может захотеться даже прикупить что-то. Или какой-то сделать подарок. Но вот, наверное, постоянно себя останавливать и спрашивать, целесообразно это или нет. Старший аркан говорит о том, что вот этот важный период, важные 10 дней, для вас вообще архиважен. Вот как вы для себя с чем-то определитесь, какие приоритеты вы поставите на первое место, и ну дальше по списку, второе, третье, да, по убывающей. От этого будет зависеть ваша жизнь. Или от того, в чем вы согласитесь участвовать, насколько глубоко вы будете готовы в это окунуться. Или, может быть, для кого-то из вас, насколько вы готовы долго пройти какую-то жизненную дистанцию. Здесь нужно рационально вам будет с чем-то разобраться. И люди тут тоже неоднозначные. Тут тоже люди могут быть как маг-волшебник, ну, мы говорим, великий манипулятор. Ну, видимо, такие правила игры, которая, тем не менее, уже закончилась. Может быть, какие-то последние аккорды вы должны сыграть именно для того, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Или вы должны для самих себя вот именно с чем-то определиться, потому что у вас как новый жизненный этап, мои дорогие. Все-таки нулевой аркан. И закрытых вообще дверей нет. И у нас тут удивительный шут. Это как начало-начал. У него ключи от пространства, от Вселенной. Но некоторый хаос, а иногда по нулевому аркану хаос перед началом творения. Поэтому некоторая путаница и неразбериха, она все-таки может быть. И вот ваша задача вот так вот рационально и спокойно, кстати, без спешки, расставить все по местам. Какой же поворот событий вас ожидает, что скоро произойдет? Снова нам карты говорят о том, что есть что-то в вашей жизни, что нужно изящно завершить. Как только вы это завершите, посмотрите, добрая трансформация входит в вашу жизнь. Добрая. И эта трансформация начинается буквально с какой-то новости. Может быть, это та новость, которая вы даже не придадите значения. А тем не менее, когда восьмерка жезлов, это мы всегда, не теряя времени, должны включиться в какой-то процесс, вопрос. Что-то разузнать. Может быть, и поехать, чтобы разузнать. Или поехать, чтобы увидеть своими глазами. Но не оставить что-то на потом. Вот будьте внимательны. Тут, правда, как и через известие это может быть. Ну, известие в нашу, опять же, цифровую эпоху. Это может быть и телефонный звонок, это может быть СМС, это может быть и в средствах массовой информации. Что-то вы услышали, значит, не отмахнуться, не сказать, не меня это не касается. Здесь ничто не происходит в вашей жизни случайно. Поэтому явно какой-то поворот событий спешит на ваш порог. А вот что вообще идет на ваш порог? Посмотрите, карта императрицы. Вопросы статуса. Может быть, вопросы статуса через личную жизнь. У кого-то вопросы статуса будут касаться построения карьеры, укрепления финансового положения, мои дорогие, да. У кого-то это будет касаться творчества. У вас все получится. Но ведь карта императрицы тоже говорит, надейся сам на себя. Как будто императрица, она и так очень ресурсная. И ей, знаете, помогать – это только мешать. Поэтому вот вы можете себя чувствовать достаточно уверенно в этот период. Или будете чувствовать, что у вас
Правда, как солнце в Овне. На вас это положительно будет влиять, потому что приток жизненных сил. Но, наверное, такой момент не замечтаться где-то, да? Понимать, что вот совсем скоро или буквально прямо сейчас, знаете, как пространство, жизнь перестраивается, что-то преломляется. Пусть пока мы это не можем осязать, но вот эти перемены, они уже происходят. И они, безусловно, будут продолжены. Это, знаете, как роль ваша, вашей личности в каком-то моменте. И это будет важно лично для вашего счастья, для вашего благополучия, для построения карьеры или признания ваших заслуг, популярности. Может быть, для решения вопросов именно в любви и в личной жизни. Тут тоже как будто есть эта возможность. Вопрос, сумеете ли вы это взять? Захотите ли вы действовать быстро? Или сумеете вы рассмотреть какую-то возможность? А что же прояснится? Ну, по личной жизни явно может что-то проясниться. Понятно, это для тех, у кого была какая-то не совсем понятная история. Здесь могут проясняться вопросы по части родственников, близких. Может быть, конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Что же прояснится? У вас действительно два основных момента, постулата вот в эти 10 важных дней. Чему нужно уделить внимание? Это вопросы чувств раз и вопросы финансов два. И причем король кубков единственный персонаж в колоде, который не смешивает боб с горохом. Если нам нужно решать материальные темы, финансовые какие-то вопросы, мы туда не добавляем никаких эмоций. Но и наоборот, это тот, который умеет дарить любовь и получать любовь. Но вот вместе как будто чувства и прагматика, они не должны смешиваться, потому что есть возможность вот как устранить, как и финансовую брешь, так и буквально, может быть, с кем-то помириться. Или пусть это история, когда пятерка пентаклей ведь всегда недостаток. Она явно вам очень хорошо знакома. А кто-то мог пытаться, да, буквально, может быть, выкарабкиваться из какого-то минуса финансового. Вот у вас теперь будет такая возможность. Это от вас все равно потребует, мои дорогие весы. Явно работы будет много. Это факт. Но, может быть, и есть и люди, с которыми, знаете, вот что прояснится. Не совсем тут карта ясности. Сейчас достану. Да, тут совсем не карта ясности. Здесь может быть такая позиция, когда вы будете думать, что вот этот человек мне может пригодиться. А ясность пока не наступила, тем не менее. И что тогда? Она наступит. Вы знаете, тут может быть такая ситуация еще. Может быть, это в течение этих 10 дней. Вам, может быть, придет как известие от конкретного человека. Или придет какая-то информация, которая его касается. Одним словом, мы ищем правду, истину мы ее находим по этой карте. Но я точно так же не исключаю, что могут быть такие люди, которые, ну, где-то будут в противодействие с вами пытаться вступить. Может быть, потому что они считают по непонятной причине, что они могут вот свое плохое настроение где-то нам транслировать, но вам как будто туда не надо, понимаете? Здесь нельзя все равно попасться на какую-то эмоциональную удочку. Паш мечей. Вы знаете, информации все же, что прояснится. Будет очень много разношерстной информации. Вам просто придется все перепроверять. Я сказала, тут вряд ли что-то быстро проясняется. Тут будет фокус состоять в том, что вот в этой или в большом объеме вот этой информации вам придется постоянно, как будто в течение 10 дней, выуживать рациональное зерно. Потому что что-то будет достоверно, будьте к этому готовы. Что-то будет иметь как и силу, так и ваш интерес продолжать. Но будет много путаницы, будьте к этому готовы. И будьте готовы к тому, что вы можете принять такое решение, когда не видите смысла что-то продолжать. То есть от чего-то вы можете отказаться. Любовь, личная жизнь. И вот, пожалуйста, у нас 7 мечей, мои дорогие. Эта карта говорит о том, что
Ну, какая-то хитрость, она все-таки присутствует. Или вы никому не верите, может быть и так. По этой карте нас явно пытаются обмануть, хотя я допускаю, у кого-то из вас иногда есть и такое значение. Нет у нас карт со знаком минус или со знаком плюс. Забрать свое, тут тоже есть такое значение. Ну вот, наверное, по части забрать свое самое время, мои дорогие. Делать важные выводы и понимать, когда за что держаться, а когда отпускать. А то и избавляться, кто его знает. Это карта шанса, мои дорогие. Но тот шанс, который... Все то, что я только что сказала, вам нужно рационально обдумать. Здесь может быть история страстной любви. Здесь могут быть какие-то обещания, мои дорогие. Но я не исключаю также, что это тот человек, все же мы на личную жизнь смотрим, к которому вы имеете большое притяжение. Вы бы хотели быть вместе с ним. Вы не можете от чего-то отказаться. И здесь может сложиться такая конфигурация. Смотрите, денежная карта, девятка кубков. Хоть и кубки, но тут радость именно от того, что мы решаем какую-то финансовую тему или закрываем какой-то сложный вопрос. Может быть, для вас и есть человек, который именно из вашего ближайшего окружения вам будет где-то помогать. Но, может быть, и вы, к вам кто-то обратится. Помоги мне. Вот поэтому в зависимости от того, семерка мечей мы говорим, как забрать свое, так и что-то не прошляпить. Будьте внимательны, потому что могут у кого-то в жизни быть именно те персонажи, которые от вас что-то хотят получить. И я не исключаю, что для кого-то из вас будет наоборот. Обратная история, когда у вас есть возможность, шанс что-то не упустить и именно забрать свое в какой-то конфигурации. Ваши достижения. Ну вот правда, новостей будет много. Может быть, это не сама по себе, как новостная палитра, которую мы слышим в средствах массовой информации, а как-то много людей, много какой-то сумятицы. Но туз жезлов, опять же, это карта шанса. Тут именно закончить какой-то застой, мои дорогие. Какой-то точно, смотрите, по части достижения работы, найти эту работу или для себя подумать всерьез и, может быть, начать строить карьеру. Или задуматься о какой-то более высокой должности. Потому что здесь у нас карта победителя, но того победителя, который как будто начинаются шансы с новости. Здесь может быть для кого-то новость, когда заканчивается вот именно застой. Или какая-то зависшая ситуация. А по шестерке жезлов это вы можете остаться победителем. И я не исключаю, что тут не все так просто решается, но к этому предпосылки будут, это точно. Но, видимо, может быть и придется, словно поймать жар-птицу за хвост. Вот так вот, смотрите. Тема финансов не на последнем месте. Это достижение, а это у нас король пентаклей. И есть, все же есть то, что долгое время, вот как стоит на паузе. Может быть, банально у кого-то астрологически проиграется именно тот период, когда, ну вот у нас Солнце было в рыбах, да, когда у нас был ретро-Меркурий, и ведь еще какие-то дни мы тоже можем чувствовать даже после 20 числа, что, это знаете, как колесо истории несколько заржавело, и пока оно вот начнет, этот маховик работать, постепенно набирает ход, то это не происходит очень быстро. Поэтому, мои дорогие, смотрите, король Пентакли вам выпадает на деньги, и все то, что я говорила в самом начале нашего расклада, это может проиграться именно денежная история. Может быть, и кто-то из вас, как дополнительный доход. Я тут не исключаю все-таки помощь кого-то из близких. Может быть, и не исключаю, что это будет взаимный какой-то энергообмен. Вы, допустим, помогаете чем-то одним, а вам человек оказывает содействие в чем-то другом. Но если мы говорим, все же 10 дней не такой большой срок, и по королю Пентаклей, ну, без денег это точно вы не останетесь. Но у кого-то из вас будет ситуация, которая именно касается, может быть, и денежной истории, и одновременно личной. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.